Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит. Сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры Мир танков от Lesta Games. И сегодня у нас на обзоре советский средний танк 8-го левела, проходная прокачиваемая ветка, объект 416 с задним расположением башни. И как по общему мнению, находится эта машина в самой худшей ветке игры среди всех наций. Да, это советские танки с задним расположением башни. И прежде чем мы продолжим обзор по этой тачке, конечно же, прожми лайк под видео и подпишись на канал, если до сих пор это не сделал. Ну а мы с вами начинаем. Начинаем с бронирования. Погнали. Итак, господа, Collision модель нашего 416, ну и погнали быстренько. НЛД 103, картон, приводы катков 60-80, ВЛД 109, картон, верхняя часть ВЛД 31, гиперкартон, фугас принимает на раз. Касаемо башни, она у нас сферическая. Соответственно, сначала маску смоем. В верхней части рикошетная там 350, внизу 144. А вот эти места 135. Рядом самые нижние, самые пробиваемые. Выше 117, 126. Ну, короче, вот этот вот овал, он весь пробивается. Ничего тут не держит. Вот ближе к краям, вот здесь уже рикошеты приведенка нормально, равно как и здесь. Люк 111 тоже прошибается. Боковое бронирование 45. Не рекомендую на этой тачке вообще даже думать танковать. В целом брони нет вообще нигде. Ну просто только в щеках башни вот здесь вот чуть-чуть. Все остальное прошибается одноклассниками, обычным типом снаряда, не голдовым. Ну понятно, что там топовый левел нас насквозь пробивать будут. Касаемо основных модулей. Обязательно качать топовую ходовую, топовый двигатель. По топовой башне прибавляет нам брони, по-моему, с борта. Да, в башне смешно. Вот, и обзор на 10 метров увеличивает. Нас интересует топовое орудие. 100 миллиметровка альфа. У нас 320 на основном на голдовом, 420 на фугасе. А вот дальше самое интересное. По нищему бронепробитие на основном снаряде 201. Зато 330 на голдовом. Ребят, разница в 130 миллиметров бронепробития. Вот такая вот интересная ситуовина, да. Заряжается пушка на стойке 8 секунд, ДПМ 2400, 0.37, опять же на стойке точность неплохая, 2,3 секунды время сведения, что тоже неплохо. По полевой модернизации. Во втором слоте качаем легкосплавные узлы крепления. В четвертом слоте плавающий прицел. В пятом антибликовую маскировку фар. В шестом берем вторым слотом на разведку. Касаемо оборудования. Я сборочку собрал на вентиле, просветленной оптики и досале. Но вместо, например, просветленной оптики, танк и так слепой, у него низкий силуэт, у него крайне плохой стоковый обзор. Вот, можно поставить, например, улучшенный прицел и еще улучшить точность орудия. По снарядам. Что основной бронебойный, что голдовый кумулятивный, что осколочно-фугасный. Одинаково везде скорость полета снаряда 895 метров в секунду. И это реально по нищему. Это очень по нищему. По снаряжению ремка, аптечка, автоматический огнетушитель. Вот я пихнул доп. Паёк. У нас 4 члена экипажа. Перки наблюдаете перед собой в таблице. Теперь по плюсам и минусам. Давайте в целом по плюсам. Их не так уж много, потому что все остальное здесь это один жирный минус. По плюсам. Первое. Хорошее пробитие на голдовом снаряде. У нас комфортное время сведения пушки. У нас неплохая точность пушки. У нас хорошая незаметность танка. У меня, правда, экипаж. Вот незаметность сейчас в целом нищая, 28%. У меня просто вообще перк незаметности у данного экипажа, который писал на ЭТК, она не выкачана. Но где-то 42-46 здесь точно выкачать можно, по-моему. Вот, хорошая незаметность. Все, на этом плюсы закончились. Потому что, касаемо огневой мощи в целом, у нас плохое бронепробитие на основном снаряде. У нас в целом на всех типах снаряда плохая скорость полета снаряда. У нас просто мега нищий углы вертикальной наводки. -3. Как играть на рельефных картах на этом танке, я лично плохо представляю. Ну, что поделаешь. Вот, дальше, по ХП 1200, а учитывая тот факт, что у нас абсолютно нет брони, 1200, это крайне по нищему, опять же, для 8-го левела. По мобильности, в цифрах, казалось бы, все хорошо, 50 вперед, 20 назад, 16 там и 4 лошадей на тонну удельная мощность, круто, в цифрах-то все круто, но танк не едет.
очень медленно набираются максималку, и связано это, скорее всего, с низким силуэтом, с малым расстоянием от корпуса до земли, и разработчики сделали плохую проходимость по грунтам для этого танка. Поэтому эти цифры, они ровным счетом ничего не значат. Танк не едет. И это опять минус. По обзору на стойке здесь полный нищий минус, только за счет вентилятора и просветленки у нас есть хоть какие-то 464 метра. У меня, правда, штраф еще 3, так было бы 467. Но это в любом случае не 500. Опять же низкий силуэт. А предлагаю уже отправляться в бой. Посмотрим, на что, собственно, способна эта тачка. Погнали. Так, господа, обзор боем у нас. Объект 416. Советский средний танк с задним расположением башни. Худшая ветка в игре. Среди всех наций худшая ветка. Особенно 7, 8 и 9 левела. Вот. У нас отличная незаметность, но в свою очередь из-за низкого силуэта у нас очень плохой обзор. И как ни странно, танк без брони, легкий, смотрите, такой он весь воздушный, да, но он ни хрена не едет. Он ни хрена не едет. Вопрос, почему? Никто не знает, я думаю, такого ответа. Почему он не едет? Неизвестно, не едет. Вот просто сделали, не едет. Да. Он должен в этом корпусе летать. Не знаю, 65. Ай, промахнулся. Ай, промахнулся. Ай, промахнулся. Ай, промахнулся. Че, у них в деревья кто-нибудь будет выезжать, нет? Нынче. 274. А, в поджим пошел. Ну, значит, тут будет поджим. Да, еще один пошел в поджим. Можно на запад ходить. Они будут в поджиме, блядь. Мне надо сводиться, бля. Так. Уходим на базу, у нас все плохо.
Пробитие. 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 Не попали в танк. Не пробили. Пробили. Убили. Убили. Рикошет. Ух ты. Танк наш уничтожен. Да, засветились мы от кого-то. Ну, я думаю, здесь будет победа. Ну, 2300 успели надолбить. 500 ассиста, почти 3к суммы. Как для 8-го левела. Норма 3к суммы. Посмотрим, будет ли победа. Дотащат ли наши товарищи. Тут, значит, Хори 2 есть. Должен бить больно. И точно. Ребята, неплохая незаметность. Обзора нету. Мы стреляли даже не по своему обзору, скорее всего. Поэтому и ассисты мало. Парджет 54 опасный враг. Барабан, да. С хорошей подвижностью. Хори влупи ему. Вот. 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 Все. Шотная прога. Хорошо. Слушайте, ну ПХП ведем чуть-чуть, может быть, выиграем. А? Блин, ну как меня засветили? Вот это я не понял. Вот этого я не понял. Хорошо, что у нас алтовод еще живой. Я думаю, в этом бою он очень сильно поможет. Ух ты, борщик. Надо же. Чик-чик с центра КПЗ-ха. Все. Ребят, победой запахло прям очень сильно. Начало пахнуть победой. У них борщ совершил ошибку. Зачем-то по воде поехал в сторону базы. На своей ПТХе медленной. Для чего они так делают? Порой непонятно. Я думаю, ТС-5 в яме отдыхает. Скорее всего. Так. ПТХу сняли. Замечательно. Домики мешают. Ты, глядь. Прострел нашел. Все. Забили кабанчика. ТС-5 в районе дома был замечен. Так, КПЗ ищет ТС-ку. Где-то она в городе сидит. Уже укатила, так сказать. Вот она. Нашли. Ай-яй-яй. Еще и с гусеницы. Плохо. Давай, давай, крути педали. Не успел.
Не успел, парень. Все. Но успел Юду смотреть. Итак, возвращаясь к нашему замечательному танку. УВНов нету, обзора нету, подвижности нету. Ну ничего хорошего в этом танке. Заднее расположение башни. При учете того, зачем нам заднее расположение башни, если у нас нету брони в корпусе, чтобы танковать от борта эффективно. Поэтому, собирая все это в целое что-то вот в этот танк, третье место по урону. Да, суммы дали 3К, кстати. У нас еще блайнд какой-то зашел. Ну да. Круто. 3К сделали. Как для восьмерки все круто. Но танк в целом, конечно, дерьмо. Ну, по-хорошему дерьмо. Единственный плюс это вот это. Незаметность, да. Вот перк не меня вообще в принципе не вкачан. Ну, процентов до 46 точно можно рассказать. 45, больше 40 точно. Все перки прокачать у экипажа, будет лютая незаметность. Вот, это единственный плюс этой машины. Ребята, у кого есть в ангаре, кто прокачивал, вспоминайте, пишите. Хорошее, нехорошее, согласны вы со мной, либо нет. Какое вы используете оборудование на этом агрегате? Как по мне, кусок лютого кала. Вот, по пятибалльной системе 2 с минусом. Ну, может, ладно, твердую двойку. Все, еще незаметность. Ладно, все, твердая двойка. Но 2 с плюсом уже нет. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, а я говорю, до скорых встреч, пока. Товарищи танкисты, все больше и больше людей товары приобретают на различных маркетплейсах. Я вам хочу порекомендовать Яндекс.Маркет. Сейчас Яндекс предлагает большое количество товаров со скидкой до 70%. Это товары для дома, разная микроэлектроника, товары для детей. Также я для вас сделал витрину блогера, на которой подобрал различные компьютерные комплектующие, игровые ноутбуки и все необходимое для любого геймера. Ссылку на товары Яндекс со скидкой до 70% и на витрину блогера Индомита вы найдете в описании под роликом. Поддержи брата-танкиста лайком под этим видео, подпиской на канал, ну и конечно прожми колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре.